Давайте заканчивать уже с этим Куркджаном. Я счастлив, что я приобрел себе этот сет. Я счастлив, что я все типа топ продаж Куркджана попробовал. Я всему это действительно счастлив. По-моему, только на один из этих парфюмов какой-то я не сделал обзор. А так, в принципе, на весь сет я сделал. И сегодня мы поговорим про два самых лучших аромата Куркджана из этого сета. И я думаю, не только из этого сета. Я думаю, в общем, это два лучших аромата от Куркджана. Но перед тем, как мы начнем. Ребята, переходим в телеграм-чат. Ссылка в описании. Весело, прикольно, смешно. И он активный, так все время идет общение там. Переходим, давайте. В общем, сегодня мы поговорим про два топ продаваемых аромата, про два, не знаю, аромата, которые у всех на слуху и так далее. Это про Baccarat Rouge 540, не экстракт, а просто Baccarat, и про Grand Soir. Начнем про Grand Soir. Grand Soir, не особо там какая-то большая пирамида и все такое. Но этот аромат имеет одно настроение, которое я просто не могу убрать у себя из головы. Безусловно, это крутейший аромат, безусловно, стойкий аромат, безусловно, шлейфовый аромат. Но одна мысль меня все время не покидает. Это аромат театра. Это аромат театра, это аромат представления, это аромат выхода куда-то. Это очень-очень парадный аромат. Он пахнет сладковато, тяжеловато. В общем, он вот так вот сбалансирован. Это обалденнейший аромат. Он сладковатый, тяжеловатый, свежеватый. Он везде в балансе. И он выходной, и он парадный, и он... это очень крутой аромат. И я думаю, что многие ароматы его ДНК как бы слизывали. Но... Тоже сложно так описать словами, чем он пахнет. Просто представьте себе театр, представьте себе, что вы смотрите представление. Это аромат 2-3 пшиков. Это аромат, с которым вы придете в театр и уйдете. Это будет стойкость и шлейф на протяжении всего вашего похода туда. И как бы, как я сказал, пирамида не такая большая. Но она прям настолько сбалансирована классно, что тут вопросов нету. Я коротко про эти оба аромата что-то скажу, потому что про них и так столько обзоров снято. Baccarat 540. Короче, да, это легендарный. Да, это заслуженно легендарный аромат. Это заслуженно легендарный аромат. Это заслуженно угадываемый ДНК. Это заслуживаемо угадываемый шлейф на улице. Это угадываемый шлейф где угодно. Это вот достаточно просто чуть-чуть поднести к носу, сделать полувдох, и вы уже знаете, что это Baccarat. И сколько клонов на него сделали. И сейчас у Zara новый вышел какой-то еще клон, какой-то экстракт, шмэкстракт. И все пытаются как бы подражать этому аромату. И надо отдать должное, что очень у многих это получается. Но одно не получается. Все-таки оригинал, он пахнет... Во-первых, вот это когда говорят про вот это ощущение зубного кабинета, да, он действительно здесь есть, и ни один клон, который я знаю, так не смог вот этот запах поликлиники или зубного врача передать. Ни один, который я пробовал. Отчетливо пахнет стоматология, невероятно. Но все равно в большей степени это аромат про сладость. И все-таки, да, унисекс, но все равно больше в женскую сторону. Все равно больше в женскую сторону. Тяжело мне себя представить, хотя я люблю иногда и Baccarat подобные ароматы зимой одевать. Для меня, кстати, Baccarat это повседневный зимний аромат, повседневный аромат на холодное время года. Это класснейший аромат. Это красневший, повседневный, очень дорого звучащий аромат, который, в принципе, одним-двумя словами даже описать сложно. Это сладковатый, немножко медицинский, какой-то ванильный сверху еще немножко, припудренный чем-то, но тоже не переслащенный, тоже сбалансированный. Это реально оригинальное звучание, которое не у многих марок и у многих брендов есть, которые угадываемые и до такой степени классные. Но я думаю, что я вам не открыл Америку, я думаю, что вы все и так знаете, парф-любители,
как звучит Грансуар, вы все знаете, как звучит Бакара, просто я пришел к выводу, что это лучший аромат от Куркджана. Разница, Грансуар для меня это аромат исключительно на выход, не повседневный аромат. Бакара для меня это повседневный аромат на холодное время года и все равно в большей степени для женщин. Хотя я сам тоже люблю побаловаться, но клонами, потому что стоят они недешево. И из вот этой всей линейки, из всего этого сета, на что бы я потратил деньги, и не зажал бы, скорее всего, на каждый из них я зажал бы денег, но представим, что я не зажал, то я выбрал бы Грансуар. Я бы его купил один раз и на всю жизнь, потому что, хотя бог его знает, но вот, наверное, да, Грансуар из всего вот этого теста. Я сделаю плейлист, все видео про этот бренд будут в плейлисте, я думаю, я думаю, это удобно, и каждый может посмотреть что-то там. Что касается два простых аромата, особо много там говорить не надо, это все и так понятно. Слава богу, мы прикончили этот с вами сет, мне он был интересен, я его долго разнашивал и долго снимал все эти разные ролики, и много чего у меня было. Посмотрим, что будет дальше, посмотрим, какие видео будут дальше. Есть у меня в планах некоторые покупки. Одна из покупок уже в дороге, поэтому будем видеть. И всем хорошего дня. Конечно, не забывайте про Telegram, наше сообщество. Обязательно подписывайтесь. Мы вас там ждем. Всем хорошего дня. Пока.